Хотя демоны оказывают сопротивление, в конце концов их загоняют в угол и заставляют спрыгнуть со скалы. Генерал, заметив впереди город, беспокоится, что демоны могут направиться туда, и посылает туда своих солдат на разведку. Тем временем в этом городе мы знакомимся с Орионом, бедным шахтером. После долгого рабочего дня ему удается наполнить мешок рудой и отнести его на продажу. Однако покупатель дает ему всего 2 монеты. Эрион хоть и разочарован, но берет эти жалкие деньги, рассуждая, что лучше хоть что-то, чем ничего, и идет домой к матери. На обратном пути он слышит шум на обочине. Схватив факел, он идет на звук и встречает женщину генерала Алексию, которая тоже занимается расследованием. Она спрашивает, не видел ли он проходящих демонов, но Эрион никого не видел. Алексия и ее солдаты идут дальше, продолжая преследование. Эрион находит своего дядю Эллу с раненой ногой и отводит его домой к матери, чтобы ее вылечить. Пока Эрион набирает воду, чтобы промыть рану, он замечает неподалеку молодую женщину. Но подойдя ближе, он видит, что она разрезана пополам. Внезапно появляется демон и нападает на Эриона. Демон швыряет в него каменную колонну, но Алексия успевает его спасти. Демону удается вырваться из-под удара священного копья Алексии, и она достает свои парные мечи. Хотя кожа демона была очень прочной, он не был неуязвимым. Алексия все же ранила его. Но демон схватил один из ее мечей и отбросил ее в сторону. Затем он бросил меч обратно в нее, но Херон бросился вперед и прижал горящий факел к лицу демона. Через секунду демон исчез. Решив уничтожить угрозу, Алексия приказала своим войскам прочесать местность. В итоге они поймали закутанную в плащ фигуру. На глазах у горожан Алексия показала, что закутанная в плащ фигура – демон. Она прижала к нему раскаленное железо, и демон принял свой истинный облик. Алексия объяснила, что эти существа принадлежат культу, который отвергает учение богов и стремится к власти с помощью демонов. Она казнила демона, но другой остался на свободе. Вернувшись домой, Херон задумался, как человек может превратиться в демона. Его дядя Элла рассказал о древней битве между Зевсом и титанами. Когда последний титан пал, он проклял мир. Его кровь попала в океан, породив огромных монстров и развязав войну богов. Многие боги погибли, но Зевс заключил сделку с 2 существами, убедив их предать своих сородичей. С их помощью богам удалось заточить монстров. Гермес запечатал их души в котле, а тела выбросил в море. Котел охранял божественный механизм, созданный Гефестом, чтобы монстры не смогли выбраться. Но со временем один из трупов титанов прибило к берегу, и его нашел человек. Тьма в трупе поглотила разум человека, превратив его в демона. Другие люди тоже были поглощены злом и сами стали демонами. Боги не хотели вмешиваться, они хотели, чтобы человечество стало сильнее и противостояло демонам без помощи богов. В тот вечер Элла подарила Херону и его матери кролика, которого он подстрелил на ужин. На следующее утро труп демона сожгли. Алексия подходит к Цапле и предлагает ему присоединиться к ее армии, чтобы сражаться с демонами. Но Цапля отказывается, ссылаясь на то, что он должен заботиться о своей матери, ведь горожане бросили их. Он не чувствует себя обязанным защищать людей, которые бросили его и его мать на произвол судьбы. Цапля начинает собирать вещи, чтобы уехать из деревни вместе с матерью. Но жители деревни, подозревая мать Цапли в колдовстве, собираются у их дома. Они утверждают, что постоянные темные тучи с тех пор, как она приехала, это доказательство ее колдовства. Толпа требует выжечь на ней клеймо раскаленным железом, чтобы убедиться, что она демон. Цапля, готовый сразиться с кем угодно, яростно защищает свою мать. Жители деревни колеблются, пока староста не приказывает им напасть на нее по очереди. Алексия оказывается рядом и видит, как храбр Цапля. Тем временем мать Цапли, отчаянно пытаясь защитить сына, сама хватает раскаленное железо и прижимает его к руке, доказывая, что она не демон. Позже Цапля размышляет о произошедшем и решает последовать за Алексией. Элла советует ему подняться на гору неподалеку, где растет куст роз. Под ним он найдет достаточно руды, чтобы выковать мощный меч.
Позже Цапля отправляется в путь, как ему было сказано. На этом этапе мы узнаем, что Элла на самом деле переодетый Зевс. Арес противостоит Зевсу, спрашивая, почему тот вмешивается в дела смертных. Зевс защищается, говоря, что установленные им законы запрещают богам напрямую участвовать в битвах, но давать советы не запрещено. Однако Зевс объясняет, что его вмешательство ограничено помощью Цапли, потому что он верит, что Цапле суждено возглавить человечество. Много лет назад мать Цапли была женой одного короля. Во время родов она велела повитухе сохранить одну тайну. Когда родился первый ребенок, царь осмотрел его, увидел, что у ребенка были его глаза, и был рад, что это было так. Его сын. Но внезапно родился второй ребенок, на этот раз с голубыми глазами. Король сразу заподозрил неверность и попытался убить ребенка на месте. Однако орел спикировал вниз и спас ребенка, который вырос и превратился в цаплю. Очнувшись от своих размышлений, цапля продолжает восхождение и в конце концов достигает вершины горы, где находит розовый куст, о котором упоминала Элос. Он забирает весло и возвращается, но только для того, чтобы разочароваться, так как руда кажется непригодной для ковки. Однако у Элоса есть свои собственные методы ее выплавки. Херон делится видением, которое он увидел во сне, и которое, как объясняет Элос, относится к существам, созданным богом снов. Эти существа напоминают людям о вещах, которые они забыли. Затем Херон разыскивает свою мать и расспрашивает ее о сне, особенно о том времени, когда она была королевой. Она признается, что однажды ее заставили выйти замуж за короля-тирана. Вскоре после их свадьбы она привлекла внимание некоего бога. И, конечно, когда речь заходит о богах-распутниках, становится ясно, кто это. Изначально Зевс замаскировался под царя, оставив ее в неведении о своей истинной личности. Каждый день она замечала две противоположные стороны своего мужа, одну нежную и любящую, другую равнодушную и черствую. Она считала, что это раздвоение личности, и любила только добрых людей. Зевс, нежный человек, подарил ей ожерелье, которое она носит до сих пор. Со временем она начала складывать все воедино и столкнулась с ним лицом к лицу, спросив, кто же на самом деле является ее нежной стороной. Зевс в конце концов раскрыл себя. Примерно в это же время Хера, жена Зевса, стала с подозрением относиться к его пребыванию в мире смертных. Аполлон предупредил Зевса, чтобы он немедленно возвращался. Зевс покинул мир смертных, солгав Хире, что был у Посейдона. Тем временем Аполлон остался и понял, что Зевс действительно заботится о матери Хиры, раз никогда раньше не раскрывал свою личность. Аполлон также заметил, что она беременна от Зевса. Вскоре Хира узнала о неверности Зевса и отправилась к богу снов, чтобы попросить его послать королю пророческий кошмар. Во сне королю было предсказано, что королева родит двоих детей, один из которых не будет его. Когда Хера узнала о рождении Херона, Зевс поспешил защитить его. Король в ярости попытался убить младенца, но мать Херона ударила короля ножом в глаз и столкнула его с балкона, убив. Зевс забрал Херона и его мать, призвав облака, чтобы скрыть Хиру от их гнева. Однако брат-близнец Херона остался в замке, думая, что там он будет в безопасности. Позже мать Херона узнала, что мальчика убил его дядя, захвативший трон. Херон, чувствуя себя брошенным, обвиняет Зевса в том, что тот оставил его и его мать одних. Но вскоре он понимает, что Элла, человек, который все это время им помогал, это сам Зевс. Херон идет в кузницу Эллы, в гневе разрушает ее и находит меч, который оставил ему Зевс. Но Херон отказывается принять меч, в ярости отбрасывая его. В другом месте Алексия рассматривает карту, которую взяла у демона. Она обнаруживает, что если нанести на карту воду, то появится скрытый слой. Но в этот момент демоны окружают ее войска. Среди них есть фигура, которая, похоже, является предводителем демонов и направляется прямо к Алексии. Тем временем Зевс снова встречает мать Херона. Она умоляет его забрать их с Хероном отсюда, но Зевс признается, что не может. Он чувствует себя преданным. Она обвиняет Зевса в трусости, в том, что он боится Хиры больше, чем любит их. Хира понимает, что ее вороны видели Зевса, и он понимает, что его присутствие раскрыто. Тем временем войска Алексии были полностью уничтожены демонами. Но предводитель Орды понял, что Алексия сбежала с картой.
Он приказал своим приспешникам выследить ее. Демоны спустили своих гончих, чтобы преследовать ее. Зевс подошел к Херону и попросил у него прощения. Но сын не мог простить отца, который бросил его и мать на произвол судьбы. Зевс ушел, получив отказ. Вскоре появилась Алексия в сопровождении трехголового пса Цербера. Арес тем временем сражался с Аполлоном и Гермесом. Несмотря на то, что он сражался сразу с двумя, Арес без труда удерживал позиции. Внезапно появился Зевс и выпустил молнию, чтобы прервать бой. Он обвинил Ареса в том, что тот рассказал Хире об их романе. Но Хира вмешалась и сказала, что всегда знала об этом и не нуждалась в том, чтобы кто-то разоблачал измены Зевса. Хира отчитала Зевса, сказав, что он никогда по-настоящему не любил ее и просто наслаждался погоней за смертными. Его постоянные похождения на земле сделали его посмешищем среди богов. Она напомнила ему, как защищала его, говоря другим богам, чтобы они помнили его былую храбрость. Но теперь Зевс стал просто посмешищем. Даже мы, зрители, не могли не видеть, что разочарование комичного героя Зевса было вполне оправданным. С каких это пор Зевс стал так бояться своей жены? Пытаясь утвердить свое превосходство, Зевс предупредил Хиру, чтобы тот не причинял вреда Хероне и его матери. Но вряд ли Хира стал бы его слушать. Он отвернулся и, увидев, что пришел Гермес, насмешливо заметил, что появился еще один незаконнорожденный ребенок Зевса. Услышав, что Херона собираются убить, Зевс приказал тучам закрыть обзор, чтобы он мог наблюдать сверху, не вмешиваясь напрямую. Херон и Алексия вернулись в дом Херона, но его матери нигде не было. Тем временем Цербер догнал их. Алексия пыталась задержать чудовище, пока Херон стрелял в него из лука. Цербер оказался невероятно живучим и, бросившись вперед, оттолкнул Херона в сторону. Алексия отвлекала чудовище достаточно долго, чтобы Херон смог вонзить деревянный кол в одну из его голов. Но у него осталось еще две головы, и орда демонов начала окружать гору. Гермес, управляя тучами, разогнал их, и небо прояснилось. Мать Херона и горожане, почувствовав опасность, начали убегать. Тем временем демоны начали спускаться с горы. Алексия вспомнила о шахтном туннеле, который мог послужить им укрытием, и Херон начал готовиться к эвакуации. Он устроил обвал, который ранее подготовил, и часть демонов была погребена под камнями. Цербер, не обращая внимания на раны, оторвал одну из своих голов. Херон и Алексия вернулись в город. Алексия приказала своим солдатам начать эвакуацию горожан, но Херон решил сначала найти свою мать. Пока он искал, на него напал командир демонов и метнул в него копье. Это копье могло вернуться к своему владельцу, и Херон не ожидал второй атаки. Зевс, наблюдая за битвой, подсказал Херону, как уклоняться от атак, и посоветовал ему бежать, а не сражаться. Херон побежал, но споткнулся о бочку с маслом. Быстро сообразив, он пролил масло и поджег его, чтобы убить нескольких демонов. Тем временем старейшина деревни решил перекрыть путь к отступлению, перерезав веревки на воротах. Но Цапля успел проскочить, напугав старейшину. Мать Цапли, поднимаясь к шахте, столкнулась с демоном-командиром и Цербером. Столкнувшись с демонами впереди и двухголовым псом сзади, она и пожилая женщина спрятались в ближайшем сарае. Демон-командир, представившийся как Рахим, спросил, кто правит деревней. Когда старейшина вышел вперед, Рахим узнал его фамилию, принадлежащую к знатному роду. Рахим признался, что ненавидит аристократов, и показал шрам на лице, который они ему оставили. Он спросил, где Алексия. Один из его приспешников и Цербер учуяли ее запах, и Рахим потерял интерес к старейшине и убил его на месте. Пока Рахим и его люди искали Алексию, она пыталась спрятаться, но демоны ее обнаружили. Зевс вмешался, создав густые заросли, чтобы скрыть ее запах от собак. Увидев это, Хера решила вмешаться. Она послала порыв ветра, который принес надушенный шарф Алексии прямо в сарай, где пряталась мать Цапли. Зевс, понимая опасность, хотел спасти свою смертную возлюбленную. Но Хера призвала Посейдона, чтобы помешать Зевсу вмешиваться в дела смертных. Мать Цапли оказалась лицом к лицу со смертью.
Зевс, понимая, что его собственные правила ограничивают его, понял, что если он вмешается и спасет свою возлюбленную, то выступит против всех богов, объединившихся с Герой. Рахим подошел к матери Цапли и спросил, где Алексия. Она действительно не знала, но пожилая женщина рядом с ней попыталась ее прикрыть. Рахим тут же пронзил женщину копьем. Херон подоспел как раз вовремя, чтобы спасти свою мать, но его человеческая сила была ничтожна по сравнению с Рахамом. Демон заметил ненависть в глазах Херона и сказал, что ненависть придает людям силы. Рахам предложил Херону выбор – присоединиться к нему или умереть. Однако, решив, что убить Херона будет слишком просто, Рахам вместо этого убил мать Херона прямо у него на глазах. Зевс понял, что происходит, слишком поздно. Посейдон, сочувствуя брату и желая помочь, напомнил ему, что правило есть правило. Хира, напротив, выглядел самодовольно довольным. Убив мать Херона, Рахам забрал ожерелье, которое Зевс когда-то подарил ей, и ушел с ним. На следующее утро Алексия вышла из своего укрытия и увидела, что все вокруг разрушено. Она нашла Зевса, оплакивающего мать Херона. Он сказал Алексии, что человек, которого она искала, был схвачен, и теперь она должна его спасти. Зевс закрыл глаза умершей женщины 2 монетами. Прибыл Гермес, чтобы забрать душу матери Херона, чтобы она могла увидеть Зевса в последний раз перед тем, как отправиться в подземный мир. Гермес вызвал Харона, перевозчика душ умерших. Появились духи тех, кто не был похоронен и не мог пересечь реку. Харон прогнал их и спросил Гермеса, кого он перевозит. Гермес передал монеты и велел Харону позаботиться о том, чтобы с матерью Херона обращались с должным уважением, иначе Зевс разгневается на него. Харон проводил мать Херона и позволил ей с кем-то попрощаться перед тем, как отправиться в подземный мир. Она решила поговорить с Хероном. Дав ему последний совет, она исчезла. Херон потянулся к ней, но едва успел увернуться от двухголового Цербера, который хотел его укусить. Херон расспросил пленных о местонахождении Рафхама, они рассказали, что он все еще преследует Алексию. Тем временем Алексия, преследуемая Рафхамом, прыгнула в реку, чтобы скрыться от него. Она спряталась в пещере за водопадом, но в конце концов он ее нашел. К удивлению Рафхама, Алексия превратилась в Хиру. Хира показала Рафхаму его прошлое в видениях. К его изумлению он узнал, что он был братом-близнецом Хирона, сына давно умершего короля. В день их рождения дядя Рафхама бросил его в море. Слуга, жалившись, спас его и вырастил. Однако во время их побега слуга спрятался с Рафхамом в пещере, где они наткнулись на медведя. Слуга взмолился к Хире, и она усмирила медведя. Рафхам выжил, выпив медвежье молоко, и много лет жил среди медведей и своей приемной матери. Однажды жестокие дети его дяди узнали о существовании Рафхама и начали на них охоту. Они убили семью сестры приемной матери Рафхама, чтобы получить информацию. Когда охотники пришли за приемной матерью Рафхама, он дал отпор, убив одного из знатных детей. Это вызвало погоню. Медведи присоединились к битве. Но как только Рафхам решил, что сможет спасти свою приемную мать, один из знатных людей убил ее и выколол Рафхаму глаз. 2 медвежат тоже убили, но медведица-мать бросилась на них и убила оставшихся нападавших. Тот, кто был ответственен за эти зверства, сумел сбежать. Рафхам покинул лес, поклявшись отомстить. Он научился убивать, чтобы выжить, и в конце концов выследил знатного человека. Найдя его с женщиной, Рафхам ударил его ножом в спину и забрал у него все, что тот имел, тем самым кинжалом, которым тот когда-то владел. Рахам вонзил кинжал в левый глаз аристократа, прежде чем сбежать. Его преследовали, и в конце концов он упал со скалы и был унесен волнами в пещеру, где нашел труп Титана. Поддавшись искушению, он съел плоть Титана и превратился в демона. Ратам воспользовался копьем, которое он забрал у трупа Титана, чтобы убить 12 солдат, преследовавших его. Когда осталось всего 3, они сдались и стали его подчиненными. Хера считал, что он должен был стать королем, но вмешательство Зевса в мир смертных привело его к такому ужасному положению. Она рассказала ему все, в том числе и о том, как он по незнанию убил свою мать. В конце концов, Хира хотела, чтобы Ратам восстал и бросил вызов Зевсу, ответственному за его страдания.
Тем временем группа, сопровождавшая Херона, была схвачена и отправлена на корабль, чтобы стать рабами. Тем временем Алексия прибыла в деревню кентавров, чтобы найти Херона, мудрого кентавра, который мог бы помочь ей расшифровать загадочную карту. Встретившись с Хероном, Алексия показала ему карту, и он объяснил, что ее можно расшифровать с помощью звездной карты. Той ночью Херон использовал карту и совместил ее со звездами, успешно расшифровав ее. Однако группа демонов, ожидавшая ее прибытия, уже устроила засаду. Херон, не желая рисковать жизнями своих людей, предал Алексию. Когда Алексия сопротивлялась, Херон намеренно опрокинул чашу с грязью на карту, а затем растоптал ее, прежде чем отдать Рафиму. Херон хотел оставить Алексию у себя, но ему угрожали жизнями его людей, поэтому он неохотно отдал ее демону. Тем временем Херон и двое его спутников, сидевшие неподалеку, разрабатывали план побега. Рафхам, схватив Алексию, убил слабого подчиненного, который ранее потерял руку в схватке с Алексией. Затем Рафхам отправился к Хире. Она велела ему уничтожить меч, который Зевс выковал для Херона, и убить Херона вместо нее. Рафхам отправился в бывший дом Херона и обыскал его, чтобы узнать больше о биологической матери Херона. Во время поисков он нашел меч, о котором упоминала Гера, меч, способный разрубить почти все. Пораженный его невероятной мощью, Рафхам решил оставить его себе. Что касается Херона, он заметил, что сопровождающие их демоны собирались остановиться и заправиться, и решил, что пора действовать. Прежде чем начать действовать, Херон спросил имена своих спутников. Мужчина в синем представился как Эви, а другой как Кофи. Когда пришло время, все трое притворились, что им нужно в туалет. Эви и Кофи начали спорить и устроили переполох, из-за чего демон-охранник разозлился и отправил их обратно на места. Однако это отвлекло Эви, и он смог украсть ключи у демона-охранника. Эви передал ключи Кофи, который начал освобождаться от оков, пока Херон отвлекал охранника, чтобы тот ничего не заметил. Им удалось освободиться, и они начали отбиваться от демонов-охранников. Как только двое других демонов поняли, что происходит, Херон сразу же напал на них. Один демон попытался позвонить в колокол, но Эви бросил в него свои цепи, чтобы остановить его, а Кофи помог оттащить демона назад. Заключенные, воодушевленные своим успехом, объединились, захватили корабль и планировали вернуться на материк. Когда Алексию уже собирались погрузить на корабль, она заметила, что другой корабль внезапно изменил курс и врезался в тот, на который ее должны были погрузить. В этот момент Гермес доложил Зевсу, что видел, как Хира и Рафм что-то замышляют. Похоже, Хира собиралась помочь демонам. Зевс, увидев, как Рафм с мечом в руках преследует Ирона, пришел в ярость и обрушил на него шквал молний. Удары молнии серьезно повредили корабли, вызвав взрывы и хаос на воде. Воспользовавшись этим, Алексия смогла сбежать. Зевс продолжал гневаться, и его молнии не остались незамеченными другими богами. Похоже, что Зевсу скоро придется столкнуться с проблемами на Олимпе. Позже Рафм добрался до берега, а Эрон воссоединился с Алексией. Зевс спустился к ним и сообщил, что боги теперь вовлечены в это дело. В этот момент Рафм напал на ворона Геры, но был отброшен ее силой. Он обвинил Хиру в том, что она обманула его, отправив убить того, кто находился под защитой Зевса. Хира отвергла его обвинение, заявив, что вмешательство Зевса не повлияет на ее план. Однако Рафм заявил, что больше не хочет быть ее пешкой. Хира пообещала сделать его тем, кого он больше всего презирал, но сказала, что сначала ему нужно найти для нее котел теней. Поскольку он мог свободно передвигаться, в отличие от нее, это было его задачей. Тем временем Эрон сказал Зевсу, что не нуждается в его помощи. Но Зевс настаивал на том, чтобы помочь Эрону любой ценой. Зевс велел Алексии и Эви вести свой народ через лабиринт, чтобы найти тело Титана и сжечь его, потому что это был единственный способ ослабить демонов. Он заверил Алексию, что карта скоро к ней вернется, поэтому ей не стоит волноваться. Затем Зевс призвал Грифона, чтобы Герон мог на нем летать, и улетел. Герон сел на Грифона и последовал за Зевсом, который привел его на Олимп, чем всех удивил. Вскоре пришла Гера.
Разъяренная тем, что Зевс привел Герона на Олимп, Гера заявила, что он должен искупить свои ошибки, потому что все, что происходит внизу, его вина. Она поклялась, что никогда не простит Зевса, если он не принесет ей голову Герона. Зевс отказался, и боги разделились на две фракции. Одна поддерживала Геру, а другая меньшая Зевса. Зевс предупредил Посейдона, чтобы тот не поддерживал Геру, но Посейдон отмахнулся от него, назвав Зевса глупцом за то, что тот выступил против нее. Затем Зевс привел Герона на тренировочную арену, решив помочь ему пробудить его полубожественные силы. Герону было поручено сразиться с одним из механических творений Гефеста. Не имея боевого опыта, Герон сражался, используя только ярость и грубую силу. Зевсу пришлось сказать Герону, чтобы тот успокоился и сражался с умом, но Герон не стал лучше, и это расстроило Зевса. Он не мог подобрать правильные слова, чтобы научить Герона, и тот разозлился и ушел. Бог-кузнец посоветовал Зевсу вести себя как отец, а не быть таким жестоким, потому что это только разозлит Герона. Между тем у группы Алексии оставалось еще несколько дней пути до цели. Эви начала жаловаться, что конца пути не видно. Они с Кофи тоже заметили кое-что в словах Зевса, что, похоже, намекало на принятое ими в прошлом неправильное решение. Тем временем Херон снова встретился с Зевсом. Зевс поделился, что он пытается быть отцом, но не знает, как это делать, потому что его собственный отец никогда его не учил. Он знал почти все о мире, но никогда не учился быть отцом. Он попросил Херона дать ему шанс и пообещал, что завтра снова будет его тренировать. Но на следующий день Херон не добился никакого прогресса, и Зевс прекратил тренировку, посоветовав Херону отпустить свой гнев. Но Херон не мог этого сделать, потому что его гнев был вызван тем, что Зевс позволил его матери умереть. Зевс ничего не мог с этим поделать. И он также не мог справиться с Рахимом, потому что Рахим был сводным братом Херона. Тем временем Алексия позволила своей группе немного отдохнуть. Затем она отделилась от них и столкнулась с Хероном, который пришел ее найти. Он дал ей карту и показал путь, который не охраняли демоны, позволяя им двигаться дальше. Херон, продолжая тренироваться, по-прежнему не видел результатов. Но вдруг он отбросил свой гнев и сосредоточился на наблюдении. Он заметил слабое место, отразил атаку и нанес удар в это место, затем бросился вперед и пронзил мечом то место, куда только что попал. Зевс похвалил Херона за его успехи. Но тут появился Гермес и сообщил, что Гера вместе с несколькими богами направляется в подземный мир. Аид не последовал за Герой, потому что был нейтрален. В этот момент Зевс понял, что Мойры, богини судьбы, хотят встретиться с Хероном, и отвел его к ним. Херон мог войти один, и когда он это сделал, судьба позвала его и сказала, что знает его судьбу и будущее, но не может их открыть, поэтому ему придется принимать решение самому. Затем ему показали нить его судьбы. Он увидел свое прошлое вплоть до настоящего. Все, через что он прошел, было на этой нити, но теперь нить разделилась на две части. Он мог выбрать любой путь. Он увидел, что если группа Алексии пойдет по неохраняемому пути, то они погибнут. У него было два варианта: остаться и продолжить тренировки, чтобы пробудить свои силы, или рискнуть всем, чтобы спасти группу Алексии. Он выбрал второй вариант и убежал. Зевс услышал это и попытался остановить Херона, сказав, что он не готов, но Херон не послушал его и убежал. Тогда Зевс спустился к Рахаму. Он сказал ему, что только половина того, что с ним случилось, была его виной. Это правда, что Зевс ошибся, недооценив жадность своего дяди и оставив его во дворце. Но именно Зевс спас его, когда его воспитала мать. Не Хира. Хира бросил его, а Зевс помогал. Даже когда Рахам был ранен в глаз, именно Зевс превратился в медведя, чтобы спасти его. Хира же заманил его к биологической матери и невольно заставил его убить ее. Верил Рахам в это или нет, это было его дело. Хира будет пытаться манипулировать им, а Зевс нет. Зевс дал ему монету, которая поможет ему отомстить. Затем Зевс ушел. Тем временем Херон привел группу Алексии на поле мертвых, где когда-то сражались боги и титаны.
Херон предупредил их, чтобы они не бежали, потому что это могло спровоцировать монстров, и чтобы они не оборачивались. Алексия отпустила Херона, потому что он был нужен своему народу, и его мудрость была им необходима. Когда они проходили через поле мертвых, Кофи держался поближе к Эви. Они встретили группу демонов, но Кофи понял, что это иллюзии, и сказал Эви не обращать на них внимания и идти дальше. Однако один человек поддался иллюзии и обернулся, но погиб. Другая девушка подумала, что на нее напал паук, и обернулась, но поле мертвых забрало ее. Остальные члены группы, однако, не поддались иллюзиям и продолжили путь. Затем Алексия встретила свою мать, которая давно умерла. Она пыталась справиться с болью, но столкнулась с отцом, который обвинил ее в смерти матери. Убитая горем, она смогла пройти мимо него и убежать. Остальные члены группы успешно прошли через смертельные поля и подошли к входу, но их остановил демон. Однако Эрону удалось убить его выстрелом в голову, чтобы спасти их, так как он хотел отплатить за услугу. Тем временем Рафхам добрался до горы, похожей на ту, что была на монете. Там он нашел своего дядю, который вел спокойную жизнь, выращивая кур и овощи. Дядя, ожидая его прихода, был готов к мести. Рафхам отрезал несколько пальцев старика в отместку за смерть его приемной матери. Затем он отрубил ему ногу, чтобы отомстить за семью сестры своей приемной матери, а потом выколол ему глаз. Это превратилось в жестокую пытку, пока его дядя не умер. Тем временем отряд Херона следует по карте и добирается до более глубокого места. Тело Титана, которое должно было быть там, куда они направлялись, нигде не найдено. Единственное, что их ждет, это группа демонов. Рафем спускается, чтобы встретить Херона, и они узнают друг друга как братья. Рафем предлагает Херону присоединиться к нему и свергнуть богов, которые причинили боль им обоим и их матерям. Однако Херон отказывается, не одобряя такую жестокую расправу. Он решает не идти за братом. Херон выбивает меч из рук Рафема, и они вместе с отрядом убегают. Рафем приказывает своим людям преследовать их, но многие жертвуют собой, чтобы помочь отряду Херона спастись. Наконец они добираются до Грифона, и Эви, не найдя места, где можно сесть, временно оказывается на спине у Грифона. Хира вскоре появляется и упрекает Рафема за то, что он пошел против ее плана. Херон ведет отряд обратно на Олимп. Хира, заметив, что Гермес преследует их, посылает Ареса в атаку. Она также крадет у Гермеса браслет-невидимку, вынуждая Аполлона вмешаться и сразиться с Аресом, чтобы позволить Гермесу сбежать. Аполлон пытается убежать, но Арес ударяет его молотом и сбрасывает с колесницы. Затем Арес наносит удар Аполлону, и тот падает в море. Тем временем Рафем летит над океаном и находит трещину в земле. Он ныряет вниз и находит ларец Пандоры, в котором хранятся души титанов. Как только он забирает ларец, просыпается воин-хранитель, созданный богом-кузнецом. Рафем бросает копье, но воин отбрасывает его в сторону. Тем не менее, у него все еще есть меч, способный разрубить что угодно, даже творение Зевса. Он наносит удар воину по ноге, бросается вперед, пронзает ему глаз и хватает ларец, чтобы сбежать. Хира, похоже, завладела ящиком и освободила титанов. Зевс узнает о безумии Хиры от Гермеса и внезапно получает удар ножом в шею от Гермеса. Но настоящий Гермес вскоре появляется и объясняет, что на самом деле эта Хира приняла облик Гермеса, чтобы ударить Зевса. Она уходит, а Зевс тяжело ранен и теряет сознание. Титаны приближаются, но ослабленный Зевс не может им противостоять. Хира преграждает путь титанам и приказывает им слушать ее. Любой титан, который выступит против нее, будет заточен в ящике. Предводитель титанов останавливает своих товарищей и слушает Хиру. Она требует, чтобы они убили Зевса, и моря снова будут принадлежать им. Посейдон, увидев это, тихо уходит. Зевс использует свой гром, чтобы остановить кровотечение, и в этот момент появляется Посейдон с Аполлоном. Зевс сразу понимает, что появление Посейдона означает, что Хира пообещала титанам контроль над морями. Теперь им нужно найти ящик Пандоры, и у Зевса есть план. Хира сейчас сосредоточена на нем, поэтому он будет приманкой, чтобы отвлечь ее. Тот, кто достаточно ловок, должен найти ящик.
Гермес собирается пойти, но Херон считает, что Хира будет настороже, если увидит Гермеса. Поэтому Херон вызвался сам найти ящик, решив, что Хира этого не ожидает. Гермес сомневается, не желая доверять судьбу мира бессмертному. Но Зевс верит Херону, потому что он его сын. Боевые роботы бога-кузнеца тоже отправляются на Олимп готовиться к обороне. Солдаты уже начали готовить доспехи и оружие, и Алексия с остальными делали то же самое. Аполлон пришел к Херону и подарил ему божественный лук и стрелы. Он тоже был незаконно рожденным, как и Херон, поэтому не испытывал к нему неприязни. В этот момент появились гиганты, пришедшие сюда вместе с богами, которые противостояли Зевсу. Эви и Кофи признались, что оба совершили большую ошибку в прошлом, особенно в том, что касалось демонов, на которых охотилась Алексия. Они продали тела гигантов демонам. Херон решил, что сейчас у них есть шанс искупить свои грехи. Армия Зевса открыла огонь, стреляя из пушек. Гермес спустился вниз, создав вихрь, который пронесся по армии демонов, и солдаты Зевса немедленно вступили в бой. Однако их сбил с ног Титан, а остальные были повержены Аресом и Хирой. Затем Зевс призвал молнию и дал сигнал Херону начать свою миссию. Группа Херона спряталась внутри пушечных ядер, которые были выпущены без чьего-либо ведома. Группа благополучно приземлилась, и Херон выпустил золотую стрелу в воздух, чтобы Зевс сузил зону обстрела. Титаны приближались и начали прорываться через Олимп. Летающий Титан кружил в воздухе, поднимая солдат Зевса. Когда плотина прорвалась, Посейдон использовал воду, чтобы смыть титанов. Затем Зевс нырнул в воду и использовал свою электрическую силу, чтобы оттолкнуть тонущих в воде титанов и демонов. Но как только братья обменялись взглядами, на них тут же напали. Группа Херона проникла в лагерь демонов и начала поиски. Однако они не смогли найти место, где был спрятан ящик. Вдруг Херон что-то услышал и заподозрил, что нашел место, где спрятан ящик. Затем он на Грифоне взлетел в небо и увидел, что вороны Хиры наблюдают за шкатулкой. В тот момент Хира была сосредоточена только на Зевсе. Он предупредил ее, что титаны предадут ее, но ей было все равно. Она бросила в Зевса кучу камней, на что он тут же ответил ударом молнии. В результате вороны упали, и Херон легко догнал шкатулку. Но Равхам и несколько титанов заметили Херона и шкатулку и тут же изменили свою цель. Предводитель титанов воспользовался моментом и укусил Хиру. Он хотел разорвать ее на части, и Зевс бросился ей на помощь. Но когда Зевс спас свою жену, Титан тут же схватил его. Равхам схватил и Херона. Захватив Зевса, гигант хотел раздавить Геру. В этот момент Зевс подал знак Гере, и она нанесла сокрушительный удар по Титану. Но Зевс тоже был ранен. Гера, пытаясь схватить оставшийся кусок Зевса, была ранена копьем, брошенным Равхамом, и потеряла руку. Затем она сбежала с воронами, а Равхам получил то, что хотел – браслет Гермеса, чтобы управлять шкатулкой. Он уверенно объявил себя правителем. Арес был побежден, и Гермес поспешил на помощь, но тоже был схвачен Титаном. Аполлона поднял в воздух летающий Титан, и Посейдон больше не мог сопротивляться. Но Кофи бросился на Равхама и бросил шкатулку в сторону Херона. Кофи тут же отбросила в сторону, а Херон поймал шкатулку. Алексия забралась на коня Равхама и сбросила его, отчего Равхам упал на землю. Но он бросил копье в Алексию. Она заблокировала удар своим щитом, но сила броска была такой мощной, что ее отбросило назад. Херон бросился на Рафима, нанося ему удары по лицу, чтобы отомстить за Зевса. Но вскоре Рафим схватил Херона и отшвырнул его в сторону. Титан схватил Херона за шею и вырвал копье. Херон пытался удержать копье, но в конце концов решил отпустить его, позволив копью вонзиться в тело Рафима. Но он сам пронзил себя копьем, поразив Рафима. Рафим пытался вытащить копье, но через некоторое время ему это удалось. Однако Херон не отпускал его и призвал гром, поразив Рафима молнией. Он был полностью повержен, но Титан, которого Зевс принес в жертву, был еще жив.
Он взмахнул рукой, чтобы атаковать Херона, но Херон оттащил тело Рафима к ящику и снова запечатал титанов. Вскоре Херон проснулся и увидел, что к нему пришли братья. Они сказали, что Зевс очень гордится им, и они тоже. Херон вышел наружу и увидел, что боги восстанавливают Олимп. Алексия и ее группа были в безопасности. В этот момент Рафим очнулся в темном месте. Он потянулся за копьем, но появился Бог и сказал, что он хорошо воспользовался своим оружием. Бог представился Аидом и объяснил, что это подземный мир, где он ждал Рафима. Это было гораздо хуже, чем он мог себе представить, но Аид мог спасти его от этой участи, если Рафим поможет ему взамен. Аид хотел, чтобы Рафим присягнул ему на верность. Так началась вторая часть. Аид, уставший от ужасов подземного мира, решил объединить силы со своей женой Персефоной, чтобы захватить Олимп и изменить порядок среди богов. Он отправил 3 призраков на разведку. Затем история переносит нас в прошлое, к битве Хиры и Титанов против Зевса. 3 призрака Аида проникли на поле битвы со стороны Титанов. Гермес создал вихрь, и призраки спрятались в пыли и дыму, чтобы незаметно подобраться к месту, где роботы богов-кузнецов стреляли из пушек. Призраки призвали ворону, чтобы отвлечь роботов, а затем победили их. 2 из призраков остались на месте, а 1 проник дальше. Тем временем Зевс призвал Геракла и приказал ему действовать. Геракл добрался до пушек и увидел, что там была и группа Алексии. Хотя он не хотел, чтобы они вмешивались, они приняли решение сами. Алексия призналась, что увидела его потенциал, как и студенты, которых обучал кентавр Херон. Затем Зевс достал кольцо и попросил Афину и свою сестру Гестию принести божественный камень и передать его богине Гио. Хира не должна была его получить. Хотя нести камень было рискованно, Зевс доверял только Афине и Гестии. Тем временем призрак, который пробрался вперед, проник в тайный храм. К сожалению, он активировал ловушку и был атакован каменными статуями. Он использовал свою способность оставаться невидимым, чтобы избежать атак статуй, и добрался до безопасного места. Но он не смог открыть дверь в камне. Гестия, державшая кольцо, подошла, открыла дверь и вошла. Тень попыталась напасть на нее, но увидела Афину и отступила. Затем, почувствовав, что кто-то стоит у нее за спиной, тень скрылась из виду. Афина прочитала заклинание, открывающее дверь, и прикоснулась к священному камню. Как только она дотронулась до него, камень яростно отреагировал, и ей пришлось завернуть его в ткань и унести. Она вышла из храма и встретила Афину. Они вдвоем отправились в путь, увидев, что летающий титан начал поглощать людей внизу. 3 тени тут же бросились в погоню, и когда появилась возможность, они напали. Но Афина выступила вперед, подняв щит, чтобы защитить Гестию. Гестия выпустила пламя в тени, но они были быстрыми и ловкими, увернувшись от огня. Титан приближался, и Афина быстро искала способ безопасно вывести Гестию. Титан поглощал людей, и из-за теней позади них побег становился все труднее. Но Афина и Гестия продолжали бежать, заставляя тени преследовать их. В конце концов они сбежали, но теперь им нужно было найти способ пересечь поле боя, не попавшись. У Афины был план, и она повела Гестию за собой. Пока 3 тени искали 3 демонов, пожирающих трупы, они приказали демонам выследить Гестию. Волны Посейдона становились все выше, и Афине приходилось убивать демонов, чтобы расчистить путь. Но 3 демона, умеющие пожирать трупы, быстро появились и напали на Гестию. Она ответила огнем. Но демоны были не глупы. Они знали, как уклоняться. Они скоординировались и смогли отобрать у нее священный камень. Гестия вцепилась в него, но 3 тени не спешили действовать. Пока он пытался удержать камень, она вдруг увидела, как Зевс обрушил свою мощь на Титана. Сила божественного камня наполнила Гестию, и она вспыхнула пламенем, сжигая 2 пожирателей трупов.
Затем она использовала пламя, чтобы взлететь, и поняла, что за ней кто-то следит. Она спустилась ниже, пробираясь сквозь препятствия, и нашла способ оторваться от совы. Когда та слепо последовала за ней, Гестия ударила в ответ, застав ее врасплох. Одна из теней внезапно ослепла, и Аид спросил, что она видела. Тень указала на Гестию, и на какое-то время ее пощадили. В это время Афина была с Гермесом и направлялась спасать Херона, который оказался в ловушке под рукой Титана. Когда Гермес нес Херона обратно на Олимп, ему приснился странный сон. Во сне голос сказал ему, что он должен найти меч, который Зевс выковал для него. Цель была в том, чтобы спасти Ротама. Внезапно он упал со спины Гермеса и потерял сознание. Тем временем Гестия добралась до храма Геи и встретилась с богиней. Гея узнала божественный камень и поняла, что Зевс должно быть погиб. Она решила исполнить желание Зевса и помочь его сыну. Аид тем временем вернулся в подземный мир. Разъяренный тем, что его план провалился, он понял, что божественный камень, скорее всего, у Геи, и никто не сможет его забрать, если она сама не отдаст его. Персефона верила, что они найдут способ вернуть камень и восстановить справедливость. Тогда Аид отправился к телу Рафима и положил 2 монеты ему на глаза, отправив его к паромщику мертвых. В последующие дни Херон не мог забыть о битве. Он был так погружен в свои мысли, что не мог уснуть. Поэтому он встал и пошел посмотреть, как там остальные. Алексия заметила это и пошла за ним. Вдруг Херон оседлал своего летающего коня и отправился туда, где он убил Рафама. Воспоминания нахлынули на него, и он ударил молнией по земле. Алексия удивилась и поняла, о чем он думает. Она считала, что Херон поступил правильно, и что Рахам должен был заплатить за свои поступки. Однако Херон подумал, что Рахам был неправ, но в одном он был прав. У богов, как и у людей, есть свои недостатки, и не нужно слепо следовать им. В этот момент Рахам прибыл в подземный мир и встретился с Аидом. Аид предложил Рахаму ту же сделку, что и раньше, он мог либо присоединиться к нему, либо предстать перед судом. Рахам выбрал второй вариант, и его заковали в цепи и привели в суд. Его признали виновным в убийстве множества людей, и когда он встретил свою мать и брата, он снова увидел сцену из прошлого. Но вместо того, чтобы посочувствовать, он стал тем, кого когда-то ненавидел больше всего. Более того, он последовал приказу Хиры и устроил еще одну кровавую битву на Олимпе. Но когда-то он знал любовь и добро. Если бы он раскаялся, суд дал бы ему шанс исправиться. Но он отказался, и в итоге 3 судей приговорили его к Тартару в подземном мире. Однако Аид дал Рафиму возможность высказаться. Он заявил, что все 3 судей были людьми, которые получили богатство от Зевса. И он прекрасно знал, какие отвратительные поступки они совершили, прежде чем стать судьями подземного мира. Затем он убил 2 теней, что только разозлило судей, и они призвали демона, чтобы усмирить его. Позже Аид навестил свою жену Персефону, и это был последний день, который они провели вместе. Персефона знала, что приближается зима, и ей нужно было вернуться на Олимп. Она посадила дерево, чтобы Аид мог проводить время в одиночестве, ожидая ее возвращения. Она также узнала о ситуации с Рахимом и посоветовала Аиду мягко поговорить с ним и проявить заботу как отец. Вскоре после этого прибыла колесница, чтобы забрать Персефону на Олимп. Дочь Аида не хотела, чтобы ее мать уезжала, но они пообещали ей, что это будет последний раз, когда она уедет. Затем Персефона села в колесницу, и когда Аид увидел, что их дети все еще рядом с матерью, он поклялся изменить законы. Затем Аид спустился в Тартар, чтобы найти Рахима. Он отказался принять помощь Аида, но Аид верил, что он ему нужен. В конце концов, именно Аид помог ему в прошлом. Именно Аид предложил ему съесть плоть Титана, чтобы набраться сил, и именно Аид дал ему право владеть собственным оружием в бою. Боги, которые обидели Рахима, также обидели Аида, поэтому он был уверен, что отличается от других богов. Много лет назад, когда пали первые титаны, их кровь создала меньших титанов. Однако они не знали, что помимо этих титанов, под водой все еще скрывается другой титан, который с каждым днем становится все сильнее.
Когда придет время, этот титан восстанет и уничтожит мир, заставив богов остановить его. После долгой битвы обе стороны были на грани поражения, но богам в конце концов удалось его одолеть. Однако никому не разрешалось произносить имя великана, чтобы не дать ему проснуться. Богиня превратила силу этого побежденного великана в камень, и Зевс решил, что никто не сможет его удержать. Поэтому он спрятал его и разделил мир на три царства – богов, людей и демонов. Сначала Аид думал, что разделение богов на правящие царства – хорошая идея, но постепенно понял, что это несправедливо, потому что Зевс и Гера всегда находили способ остаться в раю. Аид хотел, чтобы Рахам помог ему найти камень, спрятанный Геей, но Рахам предпочел остаться в подземном мире, чем быть пешкой для богов, как он. Вернувшись к Херону, он отправился к богу-кузнецу, чтобы узнать, как найти меч, который выковал для него Зевс. Кузнец дал Херону компас, объяснив, что если он найдет металл, из которого Зевс выковал меч, и положит немного этого металла в компас, то тот укажет ему путь. Затем Херон вышел на улицу и увидел, что многие полубоги пришли отдать дань уважения и подтвердить смерть Зевса. Херон был озадачен, ведь боги считались бессмертными. Аполлон объяснил, что боги не умирают как смертные. Когда бог получает смертельную рану, его отправляют в подземный мир на суд. Бог по-настоящему умирает только тогда, когда о нем полностью забывают. Поэтому Аполлон решил построить множество храмов Зевсу, чтобы никто о нем не забыл. Затем Аполлон заметил, что все боги собрались, но, как ни странно, Аида нигде не было видно. Тем временем Аид нашел Рахима и взял его с собой на прогулку. Он привел Рахима к реке, вода которой могла помочь забыть о тревогах, и он верил, что Рахим обретет покой, искупавшись в ней. Затем Рахим услышал рассказ Зевса. Когда Зевса впервые отправили в подземный мир, он подумал, что это совершенно нормально, но со временем он начал задыхаться от этого. Кто мог жить в месте, где постоянно раздавались крики мертвых? Разочарованный, он поднялся на поверхность, чтобы попросить справедливости у Зевса. Но вскоре он понял, что не может долго оставаться вдали от подземного мира, пока не встретил Персефону. Она была причиной, по которой он решил терпеть боль и остаться в мире смертных. Но он знал, что ее мать никогда не примет его, потому что богиня, несущая свет, не может быть совместима с тем, кто живет в темном подземном мире, как он. Аид хотел сблизиться с Персефоной и подружиться с ней, и такая возможность представилась, когда он узнал, что ее лошадь умирает. Он дал ей особое зелье, которое могло исцелить животное. Он помог ей спасти лошадь, и она узнала о существовании Аида. Она удивилась, почему он не показывался ей. Аид, хотя и хотел, знал, что если он это сделает, то принесет ей только страдания. Поэтому он решил никогда не встречаться с ней лично. Хотя он принял это решение, ему было нелегко справиться со своими чувствами. Аид также узнал историю Рахима и выяснил, что однажды, когда Рахим был ранен, он встретил монахиню, которая перевязала его раны и ушла. Аид тоже узнал о Рафе и выяснил, что однажды, когда Раф был ранен, он встретил монахиню, которая перевязала его раны и ушла. С тех пор он часто приходил к ней, но их отношения были, конечно, запрещены, и они могли встречаться только тайно. Тем не менее, Раф продолжал помогать девушке и искал способы увидеться с ней, так же как Аид мог только тайно встречаться с Персефоной. Хотя он хотел показаться ей и поговорить с ней, он не мог открыть свое лицо. Персефона постоянно жаловалась, что мать заставляет ее выйти замуж за благородного человека вроде Ареса, но на самом деле ей нравился добрый, заботливый Аид. И он, и Раф любили, но ни у кого из них не хватало смелости нарушить границы, из-за чего их возлюбленные страдали. Однажды, когда Арес пришел к Персефоне и спросил, кто тайно с ней встречается, она отказалась отвечать, и это разозлило Ареса, и он пригрозил устроить неприятности. Аиду пришлось вмешаться, чтобы остановить его. Конечно, Арес не мог сравниться с Аидом, поэтому он ушел ни с чем. После этого Персефона и Аид решили отправиться в подземный мир, чтобы жить вместе. Аид не позволил Персефоне есть еду из подземного мира, чтобы она не привязалась к нему. Но вскоре после этого Диметра, мать Персефоны, пришла за дочерью. Персефона решила съесть 6 зерен граната из подземного мира и согласилась остаться там.
Диметра была в ярости и распространила слух, что Аид похитил Персефону, из-за чего поля на земле засохли. Зевс решил, что Персефона будет проводить 6 месяцев с Аидом, а остальные 6 месяцев с Диметрой, и поэтому поля на земле покрываются снегом на полгода. Аиду надоело смотреть, как его жена и дети страдают из-за разлуки каждую весну, и он захотел все изменить. Он показал Ратому женщину, которую любил, застрявшую на другом берегу реки, потому что у нее не было денег на паром. В тот день она отказалась от монашеской жизни, чтобы сбежать с Ратамом и начать новую жизнь. Она посоветовала ему забыть о мести, но через 2 дня он нашел человека, который убил его мать, и, ослепленный ненавистью, нарушил обещание, данное девушке. Мы все знаем, что случилось потом. Он стал демоном, а девушка оказалась в подземном мире. Рафим хотел узнать, что случилось с девушкой, но Аид считал, что даже если бы он знал, это бы ничего не изменило. Однако он верил, что Рафим может помочь ему изменить существующий порядок, чтобы никто больше не страдал так, как они. Рафим согласился помочь, но только если Аид позволит любимой женщине спуститься в подземный мир и испить из реки, чтобы забыть о нем. Тем временем Эрону снились повторяющиеся сны о встрече с Мойрами. Хотя он видел их во сне, они также приходили к нему в реальном мире. Они сказали ему, что во время предыдущей битвы кто-то тайно оборвал нить его судьбы. Поскольку нить оборвал не кто-то из них, Мойры больше не могли предсказывать его судьбу. Все, что они знали, это то, что через какое-то время Эрон умрет. Но он мог использовать оставшееся время, чтобы творить добро, вместо того, чтобы пытаться избежать смерти. В то же время Рафим был Саидом, который дал ему копье и пузырек с зельем, которое должно было вернуть ему человеческий облик. Но это была лишь видимость, его демоническая сила осталась внутри. Аид хотел, чтобы Рафим вернулся в человеческий облик, чтобы вывести его из подземного мира, не привлекая внимания. Затем Аид вывел его на поверхность и привел на остров, где Рафиму предстояло выбрать себе коня из 3. Когда он вернулся к Херонию, тот был очень расстроен тем, что его нить жизни оборвалась. Богини судьбы заметили, что Гермес подслушивал, и приказали ему разобраться с ним. Гермес удивился, что его поймали. Но теперь главной проблемой было то, что боги снова разделились на фракции. Большинство богов встали на сторону Посейдона и требовали, чтобы он стал новым царем Олимпа. Единственным, что могло предотвратить войну, была смерть Зевса. Арес, похоже, собирал сторонников, и беспокойство по поводу Аида все еще не утихало. В этот момент Хероний был очень расстроен, но не стал делиться своими чувствами с группой Алексии. Он решил помолиться Зевсу в последний раз перед уходом. Группа Алексии решила пойти за ним. Когда они пришли на похороны, все избегали Херонея и его друзей. Афина подошла к Херонию и отвела его в Колизей, где проходил конкурс за кольцо Зевса, предмет, который хранил тайну, приближая к трону. Хероний не собирался участвовать, но пожелал Афине удачи. Однако подошел Арес и начал насмехаться над Херонеем, обвиняя его и его мать в том, что они создали проблемы, когда он и Рафим родились. Несмотря на то, что Эрон был сыном Зевса, он все равно был наполовину человеком. Боги всегда смотрели на него свысока, что бы он ни делал. Арес с гордостью заявил, что оказал Эрону услугу, честно признавшись в этом. Он сказал, что если бы не мать Эрона, Зевс бы не умер и катастрофа бы не случилась. Но Эрон возразил, что Зевса убила Гера и ее приспешники. Арес разозлился и ударил Эрона, но вмешался Аид. И тогда Эрон решил принять участие в состязании, чтобы победить Ареса. Аид сказал Аресу, что нужно соблюдать правила и не использовать оружие. Конечно, Арес посмеялся над Аидом, потому что тот отнял у него Персефону. Затем Аид снова встретил свою жену, но Демида отказалась быть с ним и забрала Персефону. В первом раунде состязания метания копья Арес превзошел Эрона в физической силе. В следующем раунде метания диска Арес снова победил. Но когда дошло до стрельбы из лука, Эрон показал свое мастерство и выиграл. Арес решил, что если Эрон хочет заслужить его уважение, то должен выйти на ринг и сразиться с ним 1 на 1.
Эрон согласился, несмотря на попытки Алексии остановить его. Афина тоже пыталась отговорить Ареса, но оба мужчины не обращали на девушек никакого внимания. Арес заявил, что не будет снисходителен к Эрону, и, учитывая его размеры по сравнению с Эроном, похоже, что он не шутил. Эрон вышел на ринг, но Арес быстро нанес ему удар, от которого он потерял сознание. Арес потребовал, чтобы Эрон сдался, но Эрон поднялся и продолжил бой. Арес утверждал, что все боги болели за него, потому что хотели увидеть, как полубог сражается с Аресом. Однако Херон использовал силу грома, чтобы увеличить свою скорость, и безжалостно наносил удары Арею. Херон попал Арею в лицо, и на мгновение показалось, что ситуация изменилась. Но Арес стал бить еще сильнее и заставил Херона сдаться. Херон продолжал наступать, но получил удар в левый глаз. Но, вспомнив слова Зевса, он поднялся и остался стоять на месте. В этот момент вернулась Хира и вмешалась, остановив бой, пока никто не погиб. Она признала, что все были на нее злы, но хотела отдать свою жизнь взамен Зевса, если это возможно. Она признала свои ошибки и пыталась исправить все, что натворила. Она пообещала, что больше не придет сюда, но хотела выразить свое уважение Зевсу перед уходом. Арес вступился за свою мать, ведь она была его матерью. Но большинство были против Хиры и прогнали ее и Ареса. Внезапно появилась Гея. Херон узнал в ней ту, кто шептала ему много всего во снах. Гея заговорила и позволила Хире выразить свое уважение, прежде чем принять наказание в виде изгнания с Олимпа. Гея объявила, что в течение следующих 3 дней они будут чтить Зевса, воздерживаясь от сражений. После этих 3 дней она проведет состязание, чтобы найти наследника трона Зевса, и отдаст божественный камень победителю. Затем Гея ушла, и началась церемония в честь Зевса. Гермес вышел вперед, чтобы призвать дух Зевса. У Зевса была возможность воссоединиться со своими детьми и братьями, и он дал каждому из них последние наставления. Особенно Херону. Он хотел отдать ему кольцо в знак того, что Херон его сын. Кольцо было не символом наследства, а знаком личности Херона. Херон получил его от Посейдона. Наконец, Зевс признал, что ни один бог не идеален и у каждого есть свои недостатки. Он не хотел, чтобы кто-то страдал от тех же ошибок, что и он. Он призывал всех жить по своим собственным идеалам. После этого Гермес забрал душу Зевса и отправил его в подземный мир. Только тогда Херон рассказал группе Алексии о своих истинных чувствах. Он объяснил, что ему нужно найти меч, который выковал Зевс, и использовать его, чтобы спасти Рафама. Он не понимал, почему Гея из всех богов выбрала его, чтобы спасти Рафама. Тем временем Зевс, теперь уже с Гермесом, ждал Феромон. Гермес хотел отдать Феромону мешочек с монетами, но Зевс остановил его, сказав, что хочет кое с кем встретиться. Затем Феромон привел Зевса туда, куда ему было нужно. Там Зевс встретился с матерью Херона. Они подбежали друг к другу и обнялись, но мать Херона ударила Зевса за то, что случилось с Рафамом. Зевс смог побыть с ней совсем недолго, прежде чем кто-то пришел за ним. Зная, что им будет трудно снова встретиться, он тихо ушел. Тем временем Херон искал весло, которым Зевс выковал меч, чтобы вставить его в компас. Он вернулся в свой родной город, чтобы найти место, где Зевс похоронил его мать. Деньги в этом регионе когда-то были сделаны из той же медали, и Херон дал своей матери несколько монет перед тем, как начались события, описанные в начале истории. Но ни он, ни Алексия не знали, где Зевс похоронил свою мать. Херон и Алексия вернулись в старый дом Херона, где он обнаружил потайную комнату под очагом, а ключом к ней было кольцо Зевса. Херон решил спуститься туда один. Тем временем Зевса привели в зал суда подземного мира. Его считали доблестным воином, который одержал много побед в сражениях. Но его распутство было пятном на его жизни, которое он не мог оправдать. Однако Аиду было что сказать. Он указал, что когда царства были разделены между 3 братьями, Зевс поступил несправедливо. Когда пришло время тянуть жребий за камни, символизирующие царство, Хира вмешалась и помогла Зевсу вытянуть божественный камень. Хотя Зевс знал об этом, он согласился править Олимпом. Хира не отрицала этого, но признала, что это была ее вина. Однако она считала, что поступила правильно.
Несмотря на то, что Зевс хотел справедливого разделения, он победил царя Титанов, и все знали, что Зевс заслужил быть царем Олимпа. Гера не могла смириться с тем, что Зевс стал царем просто по воле случая. Посейдон тоже согласился с планом Геры и не отрицал этого. Тем временем Херон добрался до конца туннеля, но нашел только послание, оставленное Зевсом. В нем говорилось, что Херон станет полубогом, который принесет истинный мир на небо и землю. Он победит демонов. А время покажет ответы на вопросы, которые у него были. Но времени у него оставалось все меньше. В этот момент Эви обнаружила кровавый след и пошла проверить, что случилось. Херон вернулся на поверхность и велел Алексии следовать за ним к горе, где он добывал руду много лет назад. Внезапно они увидели, что Эви куда-то идет, и пошли за ней. Недалеко от них они обнаружили несколько тел. Тем временем Аид посоветовал Хире перестать защищать Зевса, потому что Зевс никогда не любил ее. До того, как попасть в подземный мир, Зевс навестил мать Херона. Аид считал, что Зевс не вернул Рахама матери Херона, потому что все еще злился на него за то, что он был сыном короля, которого он презирал, и поэтому позволил Рахаму страдать. Зевс не стал отрицать этого, признав, что спас Рахама, но не смог вернуть его матери. Хотя Зевс сожалел об этом, правда была в том, что его злодеяния были гораздо серьезнее, и ему предстояло понести наказание в глубинах Тартара. Тем временем Херон встретил Гермеса, который сказал ему, что на группу напали гули. Смерть Зевса вызвала волнение среди демонов, и они больше не следовали старому порядку. Гермес также напомнил Эви и Кофе, что один из их союзников сбежал с острова, но они оставили его там. Эви знала, что ему нужно разобраться со своими личными делами, поэтому они разошлись. Однако Кофе решил остаться с Хероном, что удивило Эви. Он пытался убедить Кофе уйти, но безуспешно, поэтому решил идти один. Вскоре после этого Аид куда-то отвел Рахама, но у Рахама были свои дела, поэтому он ушел от Аида. Позже Рахам нашел великана, который был известен тем, что пожирал людей. Этот великан охранял проход через горы и пропускал только тех, кто мог ответить на его загадку. Однако Рахим пришел сюда не для того, чтобы разгадать загадку, а чтобы отомстить. Этот великан убил жрицу, которую он любил. Много лет назад, когда Рахим скрывался от правосудия за свои преступления, жрица забрела на территорию великана и увидела, как он собирался убить человека. Жрица вмешалась и предложила ответить на загадку вместо этого человека. Великан согласился и спросил, что лучше богов, хуже ада, что есть у бедных, но не нужно богатым. Она ответила, что ничего. Нет ничего лучше богов, нет ничего хуже ада, у бедных ничего нет, а богатым ничего не нужно. Хотя ее ответ был верным, великан все равно убил человека, а потом погнался за жрицей, чтобы сожрать ее. Теперь Рахим винил себя за то, что позволил ей встретиться с великаном. Когда Рахим столкнулся с великаном, он спросил, почему тот нарушил свое слово и съел жрицу. Великан ответил, что это его природа и долг. Рахим, в свою очередь, заявил, что убить великана его долг. Рахим превратился в демона и напал. Но великан быстро одолел его и отбросил в сторону. Рахим, вынужденный действовать стратегически, метнул копье в ногу великана, а затем вонзил его в ухо великана. Он закончил бой, вонзив копье прямо в грудь великана и сбросив его со скалы. Позже Рахим нашел там шарф жрицы. Он поклялся, что скоро прекратит ее страдания и почтит ее память. Тем временем Херон поднялся к кусту роз, где, как считалось, осталось немного руды после предыдущих раскопок. Однако, когда они прибыли на место, он обнаружил, что вся оставшаяся руда исчезла. Вскоре они поняли, что на деревню вот-вот нападут демоны-трупоеды. Алексия хотела помочь жителям деревни, но Херон, все еще обиженный на то, как они обращались с ним и его матерью, сначала отказался. Алексия, веря в человечность Херона, решила пойти с Кофе. Не желая отпускать их одних, Херон неохотно присоединился к ним. Они пришли к шахте и увидели маленькую девочку, которая, шатаясь, вышла наружу вся в ранах. Она успела рассказать им о надвигающемся нападении на деревню, прежде чем умерла от ран.
Они спустились в шахту и обнаружили там демонов-трупоедов. В темноте демоны имели преимущество, они быстро двигались и наносили удары. В отчаянии Херон выпустил молнию, чтобы поразить их. Алексия бросила меч, чтобы помешать одному из демонов напасть на Херона, а последнего демона Херон пощадил, приказав ему предупредить своих сородичей, чтобы они больше не нападали. После этого Херон встретился с жителями деревни, которые когда-то плохо обращались с ним и его матерью. Некоторые из них сожалели о своих поступках. Когда он спросил, где похоронена его мать, они не смогли дать точного ответа, но указали ему место, где, возможно, ее похоронил Зевс. С этой подсказкой Херон отправился туда. Тем временем Рафхам, тяжело раненый, упал с коня и превратился в человека. Аид послал волшебную сову, чтобы найти его. В это же время Деметра срубила дерево, которое Персефона вырастила для Аида. Деметра, зная истинные намерения Аида, решила объединиться с ним, чтобы не раскрывать его планы, так как считала, что это убережет ее дочь от страданий. Она согласилась помочь ему при условии, что он получит власть на Олимпе, когда Аид станет царем. В другом месте Херон и его группа наткнулись в лесу на лежащего без сознания человека и спасли его. Они не знали, что это был Рахам. Херон использовал свою молнию, чтобы оживить его. Увидев Херона, Рахам испугался и попытался призвать свое копье, но оно застряло в дереве, и он не смог его вытащить из-за своего ослабленного состояния. Рахам снова потерял сознание, и Херон с группой оставили его, чтобы он отдохнул, а сами отправились на священное кладбище. Херон решил, что нашел могилу своей матери. Рахам, придя в себя, последовал за ними на кладбище. Он хотел убить Херона, но передумал, когда услышал, что Херон хочет помочь Раиму искупить свою вину. Когда Херон нашел Рахама, тот назвался другим именем, чтобы скрыть свою личность. Херон понял, что Рахам столкнулся с великаном-людоедом и догадался, что Рахам ищет могилу любимой жрицы. Херон с группой решили помочь ему. Кофи понял, что Рахам пережил войну, любовь и страдания, причиненные богами. Позже в тот же день Херон нашел могилу жрицы и оставил Рахама наедине с его горем. Поклявшись перед могилой девушки, Рахам дал Херону совет. Позже Херон понял, что цветок, который Зевс выгравировал на могиле его матери, был сделан из той же руды. Он выковырял немного и положил в компас, но Рафим уже ушел, забрав свое копье. Он увидел, как несколько человек пытаются поймать его коня, и их ждала трагическая участь. Тем временем Аид заметил Рафима и продолжал тайно следить за ним. В этот момент Алексия спросила Херона, почему он больше не чувствует себя прежним, когда использует свою силу. Херон признался, что это было странно, почти как то, как Рахам жаждал силы и поглощал плоть гиганта. Вскоре после этого посланник древних богов принес подсказку о состязании Геи. Херон принял послание, и Аид тоже получил сообщение. Аид сообщил Рафхаму, что пока участники состязания Геи будут участвовать в нем, он должен проникнуть в мистический мир Геи, используя кровь титанов в своих венах. Если он потерпит неудачу, их план по изменению мира провалится. Рафхам, полный решимости преуспеть, пообещал сделать все, что потребуется. Тем временем у Деметры был план ослабить других богов. Она распространила паразита, который, попав в легкие, превращал людей в деревья, которые взрывались. Ее целью было уменьшить число людей, поклоняющихся другим богам, и усилить армию мертвых Аида. В то же время Херон и его команда плыли по морю в поисках меча. По какой-то причине компас привел их к кораблю амазонок, похожему на корабль Алексии. Из воды внезапно появился робот-страж и атаковал корабль, потопив его. Херон использовал молнию, чтобы отразить атаку робота, но тот оказался невероятно живучим. Он выдержал удары, но вскоре ответил, схватив коня Херона и сбросив Кофи в море. На борту осталась только Алексия. Она заметила внутри робота свет и прыгнула прямо ему в глаза. Она забралась внутрь, нашла меч. Но пока снаружи бушевала битва, робот задрожал, и меч упал в воду. Из глубины появилась Гидра, и Алексии ничего не оставалось, кроме как сразиться с ней.
Кофи вернулся на своем коне на поверхность и вместе с цаплей сражался с роботом, пока Алексия продолжала битву с Гидрой. Роботу удалось схватить цаплю, а Гидра поймала Кофи, и Алексии пришлось сражаться с Гидрой мечом. Когда цапля уже была почти раздавлена, Кофи и Алексия смогли уничтожить робота изнутри, и все трое спаслись. Вскоре после этого их подобрал корабль амазонок. Теперь у цапли был меч. На корабле Алексия встретилась со своей тетей, которая рассказала ей о недавних событиях в мире, о нападениях роботов, о существах, пожирающих трупы, и даже о великане, которого убил копьем наездник на Химере. Кто-то упомянул, что наездником был Рахам. Тогда цапле стало ясно, что Рахам, которого он встретил у могилы матери, был спасен Аидом. Падение Рахама во тьму из-за жажды власти было его собственным выбором, и цапля не хотел становиться таким же. Оказалось, что Аид охотился за божественным камнем, и теперь их задача не дать Рафиму его заполучить. Затем Алексия рассказала о себе. Она объяснила, что ее мать рано умерла, и отец, затаив обиду, бросил ее. Она стала воином, чтобы заставить его пожалеть о своем решении. Тем временем брат и сестра цапли, Гермес и Афина, узнали, что Аид что-то замышляет. Гермес бросился на разведку, но попал в ядовитый газ Диметры и был вынужден отступить. Афина пошла спросить Персефону о намерениях Аида, но Персефона промолчала. Она сказала Афине делать все, что та задумала, но предупредила, что если Афина решит действовать, то и она поступит так же. Затем Рафин подошел к воротам, которые вели в мир, где Гея спрятала божественный камень. Он пробрался внутрь и послал 3 теней, чтобы отвлечь стражу, а сам подошел и вылил воду из реки Стикс в их питье. Эта вода погрузила их в транс, и они почти забыли о реальности. Когда тени сбежали, стражники вернулись, и солнце стало светить ярче, заставив их выпить воды. Сделав всего один глоток, они полностью потеряли сознание, хотя у них все еще болела голова. Затем Рафин подошел к ним сам, притворившись обычным человеком. Он рассказал о Зевсе, о том, как Кронос, бог-титан, боялся пророчества, что один из его детей свергнет его, поэтому он пожирал всех своих отпрысков. Но Гея и мать Зевса объединились, чтобы подменить детей, и Зевс выжил. Гея забрала Зевса в этот мир, чтобы вырастить его и научить сражаться, чтобы однажды он смог победить Кроноса. Эти ворота могли открыть только Гея и ее дети-титаны. Рафин вошел и сказал стражникам, что если кто-нибудь спросит, они должны сказать, что никто не входил. Он попытался открыть дверь, но она не поддавалась, и стражники заподозрили неладное. Но в конце концов ему удалось открыть ее, и он пошел дальше. Тем временем Аполлон нашел Гермеса на пляже. Они оба пострадали от ядовитого газа, и им было трудно пользоваться своими силами. Аполлон подозревал, что за этим стоит Хира, потому что она больше всего ненавидела незаконно рожденных детей Зевса, таких как они. Диметра наблюдала за происходящим и видела, как Арес уходит. Персефона была расстроена из-за того, что деревья ее матери были уничтожены, но услышав, что это была идея Гаити, расстроилась еще больше. Афина узнала об этом и о реакции Персефоны. Что касается Рахима, он попал в мир Геи, и Аид сказал ему, что ему предстоит пройти 3 испытания. Но вдруг перед ним появилась монахиня и посоветовала ему не разговаривать с Аидом. Рахим сразу понял, что это не та женщина, которую он любит. Затем появилась проекция Геи. Она знала, что Рахим здесь, но все равно дала ему шанс. Она предложила ему 3 варианта. Изменить свою жизнь и остаться с женщиной, не дав ей встретиться с великаном и не заставив ее страдать в аду. Изменить свою жизнь и войти в воспоминания, проживая новую жизнь с женщиной в подземном мире. Вернуться в тот момент, когда дядя сбросил его в море, и изменить почти все. Но Рахим отказался от всех 3 вариантов, считая, что даже Бог не может изменить прошлое. Он воспринял это как испытание для нового короля, который должен научиться забывать прошлое, чего он не мог сделать. Затем проекция Геи превратилась в дракона, и Рахим увернулся от его огненного дыхания.
Он бросился на дракона, но тот ударил его хвостом, и Рахим отлетел в сторону. Оправившись, он увернулся от еще одного огненного залпа и вонзил копье в шею дракона, пройдя первое испытание. Вскоре после этого группа Эрона подошла к воротам и встретила стражников, которые были могущественными воинами. Эрон представился сыном Зевса и попросил разрешения войти. Стражники потребовали доказательств, и он показал им кольцо. Они узнали его и пропустили внутрь. Он спросил, заходил ли кто-нибудь еще, и ему ответили, что нет. Но Кофи заметил на земле следы, которые указывали на то, что кто-то уже заходил. Он вернулся к Рахаму и вошел во второе испытание, где появился сфинкс и сказал, что пройти сможет только смелый. Затем сфинкс создал ящик. Если бы Рахам открыл его, то столкнулся бы со своим самым большим страхом. Он рассмеялся и сказал, что уже все потерял и ему нечего бояться. Он открыл ящик, который оказался пустым, и ему разрешили пройти дальше. Но как только он вошел в лабиринт, сфинкс снова напал на него, обвиняя в том, что он все еще чего-то боится разочаровать тех, кого любит. Тем временем Херон знал, что Рахам вошел раньше него. Стражники настаивали, чтобы он доказал это, открыв дверь самостоятельно. Рахаму это удалось, и его пропустили. Херон попытался толкнуть дверь, но заметил, где можно прикрепить кольцо. Используя этот способ, чтобы открыть ворота, Аид заметил Херона и велел Рахаму поторопиться. Тем временем Афина собрала богов на стороне Херона, чтобы предупредить их. Она наступила на растение Диметры, чтобы та не подслушала. Афина поняла, что за всем стоит Диметра и что она пытается свалить вину на Хиру. Афина сказала всем следовать за ней и заставить Деметру думать, что они идут к Хире, чтобы остановить ее. Но на самом деле они направлялись к Персефоне за подсказками, которые приведут их к Диметре. Что касается Херона, то, войдя, он увидел труп дракона и сразу же пошел к сфинксу. Он признался сфинксу, что боится, что его смерть будет недостойной. Затем он открыл шкатулку, и сфинкс сказал ему, что его ответ был лишь частью его страха. Его самый большой страх заключался в том, что его смерть не искупит его грехи. Если бы он не выбросил меч, выкованный Зевсом, у него было бы оружие, чтобы сразиться с Рафимом, спасти свою мать, убить Рафима и предотвратить войну между Олимпом и Титанами. Более того, Зевс не погиб бы. Сфинкс пропустил его, потому что ему не хватало лишь одного качества, необходимого для достойной смерти. Эрон вошел в лабиринт, но вход закрылся за ним, и он оказался в ловушке. Однако его меч мог позрубать стены, и он быстро расчистил себе путь, направляясь прямо к камню. Появилась Гея, и хотя она была готова отдать ему камень, правила все равно нужно было соблюдать. Она предложила ему последнее испытание и дала совет. И ему, и богам нужно было научиться прощать. Эрон считал, что Зевс и его мать погибли из-за того, что он не мог простить Рафима. Но Гея сказала ему, что он должен простить себя. Теперь вопрос был в том, кого выберут, Эрона или Рафима. Они снова встретились лицом к лицу, и Рафим объяснил, что помог Аиду, чтобы спасти женщину, которую Эрон видел на кладбище. Он был готов терпеть муки ада, но сначала должен был спасти ее. Рафим метнул копье в птицу, охранявшую камень. Птица улетела, и Эрон попытался ее спасти. Но врата рая открылись, и птица, вылетевшая из пещеры, была поражена копьем Рахима и рухнула на землю. Появилась армия Аида, и Арес сделал то же самое. Афина и ее группа тоже были там с заложниками, чтобы надавить на Аида. Хире пришлось вмешаться и остановить 3 богов, которые готовились к битве. Она пыталась убедить их не совершать тех же ошибок, что совершила она. Но Аид отверг несправедливость, которую терпел так долго. Хире ничего не оставалось, кроме как отступить, и началась битва. Боги бросились в атаку, и Аид метнул копье в Афину. Она увернулась, но копье вернулось и утащило за собой Персефону. Рахим и Херон бросились к камню, но воины пытались помешать Рахиму. Гермес спустился вниз, чтобы схватить камень, набираясь от него сил и двигаясь быстрее. Аид повернулся, чтобы атаковать Гермеса, и богиня ветра создала бурю, которая преследовала Гермеса. Он побежал, чтобы отдать камень Афине, но буря отбросила его. Камень упал к Аресу и Рахиму. Рахим бросился за ним, но Арес ударил его молотом.
Но Аарон спас Рахиму жизнь, и его тут же опутали лозы Деметры. Камень вернулся к ней. В этот момент в бой вступил Посейдон, бросив камень в сторону Херона. Темная фигура попыталась напасть на Херона, но Рахим отплатил ей за спасение своей жизни. Рахим взял камень и создал грозу с молниями, разгоняя всех, кто приближался к ним. Арес попытался атаковать, но его ударила молния. Теперь у Херона было достаточно сил, чтобы победить Хиру и отомстить за все, что произошло. Рахим попытался спровоцировать Херона на нападение на Хиру, но Херон вспомнил слова Гаи и решил простить Хиру. Но прощение не означало слабость. Он хотел, чтобы все вернулось на свои места, и попросил Аида выполнить его обещание. Аид дал Рахаму пузырек с зельем, чтобы тот смог встретиться со своей возлюбленной. Хотя и с большим сожалением Херон объявил, что жители Олимпа должны вернуться на Олимп. Посейдон вернулся в море, а Аиду пришлось вернуться в подземный мир, потому что это равновесие сохранялось в мире так долго. Однако Аид, ослепленный силой камня, воспользовался ситуацией и ударил Херона. Гея была в ярости и решила все разрушить. Она считала, что это Зевс совершил ошибку, изменив ей, и это привело к тому, что Херон усугубил эту ошибку. А теперь Аид, напав на благородного героя, перешел черту. Гея решила призвать самого сильного титана, который был заточен, чтобы он устроил хаос и все разрушил. Она трижды выкрикнула имя Тифона, и камень начал трескаться, высвобождая энергию. Богов ждало разрушение, но это будет в следующей части фильма, которая выйдет в будущем.